Это специальный короткий ролик, днем выйдет еще один обычный. Вы, конечно, слышали про историю с телеканалом «Дождь», который сейчас базируется в Латвии. «Дождь» всегда в России занимал независимую от власти позицию, его несколько раз пытались закрыть, он выживал, вещая даже какое-то время из небольшой квартиры. После начала войны в России «Дождь» закрыли. Он был вынужден всей своей редакцией покинуть страну и разместился в Латвии, которая принимала и принимает многих российских журналистов. «Дождь» всегда занимал четкую антивоенную позицию с первого дня всех событий еще в 2014 году. И никогда никаких вопросов к нему ни у кого не возникало. Несколько дней назад в прямом эфире один из журналистов «Дождя», освещая вопросы проблем мобилизованных, неудачно выразил свою мысль, и удалось ее выставить так, будто он призывает помогать мобилизованным экипировкой и амуницией. Разразился большой скандал, журналиста зачем-то уволили. Я надеюсь, что руководство «Дождя» отменит это решение. Много людей в Твиттере и даже уходящий министр обороны Латвии стали призывать «Дождь» закрыть теперь и в Латвии. Среди всего потока вырванных из контекста комментариев и твитов, каких-то старых кадров из старой студии «Дождя» и прочего, мне нашелся комментарий содержательный и адекватный, который прозвучал на латвийском телеканале ТВ3. Я его послушал, мне очень понравилось, что он вежливый и с реальными аргументами, и мне показалось важным на него ответить. Давайте сначала посмотрим полностью комментарий. Daži ēterā izskanējušie teikumi šodienu laikā tika dažādi locīti, komentēti, atsaukti, skaidroti, aizstāvēti un nosodīti. Taču to būtība bija tieši tajā, ka tie pauda iejūtību pret krievu puišiem, kurus Putina režīms iemetis savā gaļas mašīnā. Šis stāsts patiešām atsedz problēmu. Daudziem Kremļa opozicionāriem šķiet, ka viņi var būt antiputinisti, vienlaikus nenostājoties pret savu valstu kopumā. Visu cieņu, taču tas nav iespējams, kamēr notiek karš. Putina armija ir genocīda instruments. Katrs visnelaimīgākais jaunkareivis ir skrūvīte, kas palīdz šim instrumentam darboties. Varbūt jaunkareiviem salst kājas, bet viņi nedrīkst no Latvijas zemes saņemt nec zābakus, nec pat līdzcietību. Lai vai cik nelaimīgi cilvēku dienētu Putina armijā, jebkura līdzcietība genocīda armijai vairo genocīdu. Jo vairāk krievu jaunkareivi nosals tranšējās, jo būs mazāk izvarotu un nogalinātu ukraiņu. Diemžēl tas ir tieši tik drausmīgi vienkārši. Прежде чем я перейду к моим аргументам, пара слов о том, почему именно я решил ответить на этот сюжет. Я не телеканал и не официальные СМИ, я не имею лицензии, нигде не зарегистрирован, и даже я не совсем журналист, хотя мои ежедневные выпуски и могли бы быть телепередачей. В России YouTube заменяет политическое телевидение, поэтому я считаю возможным и уместным ответить телеканалу. Я не работаю на «Дожде» и не обсуждал ни с кем из «Дождя» свой ответ. Но в отличие от «Дождя» и его сотрудников, я не завишу от правительства Латвии и от какого-либо европейского правительства. Меня не могут отобрать вид на жительство и отправить меня в Россию, где на меня открыто уголовное дело. Я живу в Израиле, имею на это право не из-за своей политической позиции, и поэтому могу высказываться свободно. В комментарии уважаемого ведущего прозвучало две главные вещи. Что российские солдаты не должны получать из Латвии ни сапоги, ни сочувствия. Я понимаю эту позицию и полностью согласен с первым пунктом про сапоги. Нет сомнений, что экипировать российскую армию сейчас – это преступление. Она ведет неправедную и безумную войну. И ни «Дождь», ни какие-либо еще российские независимые медиа, журналисты или политики не предлагают такого. Но вот с сочувствием все сложнее. Любой добросовестный российский журналист, а «Дождь» является добросовестным российским СМИ, временно находящимся в изгнании, обязан поднимать и максимально раскручивать тему положения российских мобилизованных, тех проблем, с которыми они сталкиваются, и тех опасностей, которые им грозят. Российское общество изолировано от честной информации. Огромное количество людей не знают о рисках и о проблемах, недостаточно знают об ужасах войны. Некоторые мобилизованные и их семьи считают или считали, что они едут на что-то похожее на военные сборы. Донесение до людей информации о происходящем, во-первых, задача любого честного журналиста в принципе, а во-вторых, это то, что меняет мнение россиян о происходящем. Собирая информацию о проблемах мобилизованных россиян и распространяя информацию об этом, «Дождь» не призывает дать им лучшую экипировку, чтобы им лучше воевалось.
«Дождь» пробуждает в россиянах вопросы о том, зачем эта война вообще нужна. Эти вопросы не пробудить без сочувствия. Никто не будет слушать журналиста, который желает смерти твоим родственникам или знакомым, попавшим в армию. Попавшим, кстати, помимо их желания, ведь мобилизация – это не добровольное мероприятие. А вот журналиста, выражающего сочувствие людям и призывающего к тому, чтобы безумная война была прекращена, чтобы эти люди вернулись домой, к своим семьям, слушать будут. «Дождь» всегда был объективным медиа, но никогда не был нейтральным. Он всегда занимал позицию. И сейчас его позиция в том, что война должна быть Россией немедленно прекращена, а войска выведены. И доносится она до российского зрителя так, чтобы он мог ее воспринимать и мог ей доверять. Мне кажется, что моральный и вообще профессиональный долг всякого российского политического журналиста или человека, обладающего медийным ресурсом, состоит в том, чтобы высказывать свою антивоенную позицию. А его профессионализм при этом состоит в том, чтобы быть услышанным. Российский журналист не может и не должен брать на себя те задачи, которые стоят перед вооруженными силами Украины, которые защищают свою страну на поле боя. Более 9 месяцев украинские военнослужащие мужественно выполняют боевые задачи на своей земле, защищают свою страну от безумного внешнего вторжения. Однако задача любого честного российского гражданина другая. Она в том, чтобы воздействовать на аудиторию внутри своей страны, создавать общественный запрос на скорейшее прекращение войны и вывод российской армии из Украины. Позиция, что российских военнослужащих не нужно жалеть, это мнение, которое транслирует как раз Владимир Путин. Чтобы отправлять в Украину все новых и новых людей, ему нужно обесценить их жизни в глазах российского общества. Лично Путин прямо заявляет: лучше россиянину погибнуть на войне, чем от алкоголизма или в автомобильной аварии. Подразумевается, что других вариантов у простого российского мужчины просто нет. Причем заявил он это на встрече с матерями российских военнослужащих. Я не знаю, показывали ли это в Латвии. А те, кто Путину подпевает в пропутинских медиа, даже придумали определение для мобилизованных российских мужчин – кузьмичи. Кузьмич – это почти что карикатурный образ русского мужика, у которого якобы нет перспектив в мирной жизни, зато он якобы прекрасно приспособлен для того, чтобы его отправить в мясорубку. Дескать, не нужно его жалеть, на войне он как дома. Обесценивание жизни россиян, находящихся в армии, это важный инструмент путинской пропаганды внутри страны. Он необходим для того, чтобы системе было проще посылать людей на фронт. Российскому журналисту, если он придерживается антивоенной позиции, нужно бороться против путинского дискурса как раз состраданием. Никто не призывает сострадать российским солдатам, военнослужащих украинской армии. Совершенно понятно, что для них это враги, одетые во вражескую униформу. Для них это легитимная военная цель. Однако российские журналисты должны разговаривать с гражданами России так и в таких выражениях, чтобы внутри Российской Федерации исчезла всяческая толерантность к призыву людей в армию. Говорить российскому журналисту с россиянами нужно так, чтобы они ни в коем случае не отпускали на войну своих близких, друзей, знакомых и просто соотечественников. Чтобы требовали возвращения всех тех, кто уже на войне. Чувство сострадания к мобилизованным – лучшая мотивация. И в конечном итоге это полезно не только для России, которая сможет уберечь больше жизней своих граждан. Это будет также большая помощь вооруженным силам Украины, которым придется сражаться с меньшим количеством солдат противника и терять меньше своих людей, а может быть и вообще сражаться не придется, если российское общество добьется прекращения военных действий и полного вывода российской армии с территории Украины. Телеканал «Дождь» давно и успешно пробивает стену российской дезинформации. И мы благодарны Латвии, которая помогла телеканалу в трудную минуту возобновить деятельность. Я лично надеюсь, что «Дождь» сохранит себя, как сохранил всегда, при любом давлении, в том числе и государственном, сохранит свой коллектив, принципы и свой уникальный навык достучаться до миллионов россиян с адекватной позицией. По моему мнению, деятельность именно российских независимых медиа, которые вещают на русском языке, но при этом не связаны с путинской властью и одновременно не вписаны в украинскую систему информационной войны, приближают нас к тому, что для российского общественного мнения война станет неприемлема, и к тому, что в России произойдут внутренние изменения, которые сделают продолжение войны
невозможным. Европа в целом и Латвия в частности – это друзья России, настоящей России, а не путинской. И я надеюсь, что европейские страны продолжат помогать российским медиа в изгнании общаться с их российскими аудиториями. А журналистов, в частности телеканал ТВ3, призываю поддерживать российских коллег, оказавшихся в изгнании, как латвийские телеканалы уже много месяцев и делают. Прошу зрителей отправить этот ответ на телеканал ТВ3, чтобы они рассмотрели возможность показать его в эфире. Спасибо. Сегодня еще будет обычный ролик.